Ну вот, допустим, ты ничего не знаешь. Ну вот вообще ничего не знаешь. И вдруг нашел телефон на улице. Что же делать? Посмотри видос до конца и разберемся. Респект здравым пацанам. Как и обещал в прошлом видосе, продолжаю тему убитого говна. Тело Galaxy S22 Plus, по словам очевидцев, было найдено на улице в луже. Вот в таком шикарном виде. Признак жизни в виде звуков при нажатии на кнопку в нем есть. В любом случае придется начинать с замены дисплея, а вернее с разборки телефона. Для чего ставлю крышкой вниз на печку минут на 5 на 100 градусов. Да, и не забудь подписаться на канал. Ты понял меня или ударить тебя? И лайк тоже не забудь. Ну ты все понял. А я снимаю крышку. Подсовываю лопатку. Таким вот образом. Крышка уцелела. Очень прилично выглядит, как новая. Не хочется ее повредить. Но она что-то и сильно и не приклеена. Снимаю задние датчики оплаты НФЦ. Откручиваю несколько болтов для этого. Очень просто отстегнулось. Дальше снимаю аккумулятор, это обязательно, начинать с него. Дальше шлейф дисплея отстегиваю. Кстати, дисплеи на них дорогие. Взял OLED качество, 6 косарей, все-таки не 10, как оригинал стоит. А OLED, в принципе, довольно неплохое качество. К тому же есть датчик отпечатка пальца, и он работает, как правило, на таких дисплеях. К тому же дисплей в рамке. Вклеивать его не придется у этого качества. Цвета никогда не подводили. На самом деле был приятный сюрприз, что существует еще и OLED на эту модель. Я думал, придется вываливать червонец, а нет, чудеса существуют. Разбираем, смотрим, что делать с телефоном дальше, помимо дисплея. Суть в том, чтобы перебросить всю начинку в другой дисплей. Отстегиваю шлейф межплатный, отстегиваю остальные шлейфа от платы, начинаю с платы. Снимаю верхнюю накладочку, для чего откручиваю болты, соответственно. Дальше отстегиваю боковую кнопочку, она вот здесь под батарейкой. Плата легко снялась. Продолжаю откручивать болты с нижней части. Снимаем накладку с динамиком, потому что хочу перебросить нижний шлейф тоже, на случай, если вдруг телефон не включится при наличии одной платы и батарейки, а понадобится еще воткнуть зарядку. Такое у них бывает, поэтому все в комплексе предварительно нужно перекинуть. 3 болта держат нижний шлейф с разъемом. Не забудь отключить, вернее вытащить сим-лоток. Плата снялась, была немного приклеена. Дальше я пробую снять аккумулятор. Это очень просто получается, хотя скотч на нем довольно липкий. Наверное, он либо дерьмовый, либо уже переклеивался когда-то, либо лужа как-то повлияла, в которой он лежал. В общем, предварительно устанавливаю аккумулятор в новый дисплей. Все соединяю, чтобы включить. Нужно проверить дисплей, он не дешевый. Плату также в новую рамку. Все загрузилось, ускоряю видос. Яркость есть. Ну, в общем, почему-то только вот это проверил. Дальше разбираю в обратном порядке предварительную сборку. И теперь хочу все это вкрутить и вклеить. Погнали по порядку. Переустановка верхнего модуля с динамиком. Дальше плату интегрирую в корпус таким же образом, как снималось. Дальше верхнюю накладочку прижимаю, это все закручиваю болтами.
Снимаю с батареечки салфетку. Я ее накладывал, чтобы она не прилипла к новому дисплею на случай, если дисплей кажется бракованным, и его придется поменять. Но она не прилипла, ну и дисплей не оказался бракованным, да и салфетку я теперь снял, так что сейчас она прилипнет на новый дисплей. Немножко я, конечно, докину туда Т7000. Очищаю разъем зарядки, кто-то называет его гнездом. Даже в Яндексе при поиске «купить разъем» на телефон менее популярен, чем «купить гнездо». Вот это вообще странно. В общем, устанавливаю плату нижнюю с разъемом и микрофоном. Здесь 3 болта возвращаю на место. Накладываю накладку в обкладку, вкладку в накладку, естественно, со вторым динамиком, чтобы был fucking стерео Dolby Surround Hi-Fi, или как он там называется в Samsung. В общем, батарейку вставляю после того, как вставляю боковую кнопку. По-любому шлейф НПЦ платы. Все это вкручиваю. Как платить сломанным телефоном, если не работает НПЦ, непонятно. Поэтому вкручиваю. Включаю. Запас яркости восхитительный, просто радует глаз, все нахрен радует. Самая эффективная проверка дисплея. Таким образом проверяю сенсор, что с камерой. Вот всегда было интересно, кстати. Камера, разумеется, пострадавшая. При следующем увеличении работает нормально, но при стандартном фокусе камера повреждена, ее придется менять. Поэтому я крышечку не вклеиваю, просто накладываю. А по-хорошему ее нужно вклеить на клей Т7000. Ссылку оставлю в описании. Но сначала поменяю камеру, а потом буду вклеивать крышку. Камеру нужно заказать. Где и какую, я еще не знаю, потому что только что увидел дефект. Пацаны, если нужен кому модуль с оригинальной рамкой, то за какие-нибудь несильные деньги, за компенсацию ног отправлю тебе этот бесценный бриллиант. Если он тебе нахер не нужен, ставь лайк. Посмотрим, сколько таких людей, кому он нахер не нужен. А если будут вопросы по поводу технических тонкостей, всегда можете обратиться к комментариям под моими видосами. Это нормальные живые люди, которые за руку проведут по дебрям сервисной казуистики. Я же опускаю такие подробности, ибо мы не учиться пришли, как емкость в конденсаторах мерить и в чем она измеряется, а поднимать телефоны задешево на начальном этапе знаний. Поднял таких телефонов я уже много, можешь посмотреть на моем канале. Всем пока.